Привет, у меня на обзоре КамАЗ сидельный тягач в варианте кабины К2. Такой, в принципе, с такой кабиной снимался в фильме «Дальнобойщики», только это его полноприводная версия. Тут у нас 3 ведущих моста, ну и, соответственно, тягач в соло-варианте. Можно посмотреть, какие другие есть КамАЗы в палитре АВД. Это тоже есть КамАЗы К2. Полноприводные тоже варианты. Нет, КамАЗа К3 и несколько КамАЗов К2. Тоже с разными кабинами. И еще такой же вариант сидельного тягача, только с рестайлинговой кабиной, то есть в варианте К3. Модель себя представляет немного деталей. То есть совсем чуть-чуть. Я буквально очень быстро собрал раму. И именно в такой конфигурации собрал, чтобы покрасить, потому что рамы обычно в черный цвет красятся. Соответственно, единственное, что надо будет покрасить отдельно двигатель, и в принципе все. Ну и глушитель я еще не приклеил, поскольку он тоже будет краситься в такой металлический алюминиевый цвет. Колеса крутятся. Для многих это принципиальный вопрос. То есть, естественно, поворотного моста нету. Если хочется поворотный мост, его надо докупать. И, собственно, мы видим, что тут полноприводная трансмиссия. То есть 2 задних ведущих моста карданвалом и передний ведущий мост. Что, собственно, отличает эту модель от других собратьев КамАЗ. Стандартная, кстати, вот эту не зачистил. Стандартный салон КамАЗа. То есть простенький такой. 3 сиденья, тут немного деталей, руль. Вот в таком виде будет салон. Он будет окрашиваться отдельно. Я обычно украшу черный цвет, как самый универсальный для камазовских именно старого поколения машин. Потому что новые красятся в цвет серого пластика, как правило. Все таким вот образом одевается кабина. Кабина тоже может подниматься. Так вот. Кстати, у меня тут отломался передний мост. Вот так кабина будет подниматься и опускаться. Опять же, тут такой есть небольшой момент, что надо знать геометрию вот этого узла, хотя он мне не очень нравится всегда в кабинах КамАЗа. Ну и, собственно, сама кабина. Тут надо было зачистить следы от литьевых форм. Вот тут, особенно по граням, они очень неприятно так выглядывают на готовой модели. И вот эти детали, что интересно, одна деталь была нормальная, а вторая деталь была как переразмеренная. Мне пришлось ее подрезать, чтобы она хорошо, аккуратно встала. Вот и, собственно, чем мне нравится такая модель, что буквально 3 детали, и даже видно, что у нас в итоге получилось. То есть в итоге получился вот такой вот сидельный тягач. Довольно быстрой сборки. То есть сборка у меня заняла буквально часа полтора. Да, то есть максимально быстро. Я пока еще не приклеил передний бампер. Потому что будет другой цвет, цвет кабины. И крылья. Потому что крылья тоже будут краситься в цвет кабины. Потому что крылья крепятся, собственно, к детали салона. Вот через вот эти отверстия. Из интересного, что АВД в этой итерации коробки выпустила еще схему окраски. Я, скорее всего, буду красить такой желтый, прикольный, интересный цвет, яркий. Правда, тут есть эмблемы Дакара. Не знаю, к чему это вообще выпущено. Были ли такие реальные прототипы. Поскольку, может быть, какая-то лимитированная серия, посвященная Дакару, выходила у КамАЗа. Естественно, именно эта модель к Дакару никакого отношения не имеет. Тут, вот, видите, есть схема окраски салона. То есть она черная, как я и говорил. Только они предлагают покрасить в серый, темно-серый цвет сиденья. В принципе, что имеет место быть. Наверное, так я и сделаю. И, собственно, рама грузовика черная будет. Только вот единственное крепление кронштейна бака должны быть металлическими. Значит, вот это тоже очень удобный момент, поскольку эти кронштейны, они выполнены заодно с баком. То есть отдельно покрасить и приклеить уже не получится. И, собственно, окраска кабины, то есть она
Как раз вот бампер будет желтый цвет краситься и крылья, которых, собственно, пока еще на модели нету. Они, естественно, у меня подготовлены. Вот эти детали. Вот бампер. Будет вот так примерно выглядеть на готовой модели. Ну и крылья. Вернее, это даже подкрылки. Соответственно, на кабину я еще не приклеивал. Ну, естественно, световые приборы, зеркала, это все после окраски приклеивается. Огни автопоезда, спецсигналы. Также еще не приклеена фурнитура. То есть дверные ручки, дворники, зеркала заднего вида. Это все я буду, естественно, приклеивать после покраски и вам, естественно, покажу. И вторая схема окраски. Это причем, что интересно, это даже не военный вариант. Это просто гражданский зеленый вариант. Ну, хотя цвет очень близок. Или даже это черный. Кстати, какой цвет? Это они пишут, что это третий цвет. Третий цвет это серо-зеленый. Кстати, он чуть темнее, чем современный военный. Все-таки это не под военный вариант они косят. Потому что тут гражданские номера. Вот интересно, но вот я таких вот не видел КАМАЗов. Вот именно в серо-зеленом темном цвете таком. Не военные. И причем военные таких нету образцов, поскольку военные очень не любят фары внизу. Они больше предпочитают первые кабины К1 с фарами именно вот на передней облицовке кабины. Хотя вот интересный цвет. Но желтый самый распространенный. Еще есть белые, есть красные, есть синие. Но все-таки мне нравится желтый. Хочу желтый все-таки сделать. Так что давайте посмотрим, как у меня получится сделать желтый сидельный тягач. И еще хочу обратить внимание на вот такую деталь, как покрышки. Обратите внимание, покрышки тут такие довольно простенькие, стоковые. Тут есть протектор, безусловно, какой-то такой зубастенький, как бы намек на зубастенький. Но все-таки, если будет возможность, лучше заменить на покрышки из дополнений, где будет протектор более ярко выражен. Потому что так он, конечно, он смотрится, да, но бедновато. Все-таки нет вот этого вот внедорожного вайба, да, так сказать. Далее я промыл модель в мыльной воде, высушил ее и покрыл грунтом из аэрозольного баллончика. Дал грунту высохнуть, хотя грунт мне не очень нравится. Грунт дает какой-то очень матовый эффект на модели. Я пока не знаю, как с этим справиться. Я чуть-чуть полирнул грунт, но это не дает достаточного такого блестящего эффекта. Тем не менее, после того, как грунт высох, я начал окрашивать модель в основную краску. По сути, мне тут надо окрасить только кабину, бампера и подкрылки. Для этой работы я буду использовать краски фирмы Machete, которые сделаны на спиртовой основе. В принципе, Tamiya сейчас для меня очень дорогая, а вот Machete еще более-менее как-то подходит. В принципе, по цене и качеству, мне кажется, они пока что довольно-таки неплохие. Особенно на фоне подорожавшей Tamiya. Хоть работа над кабиной КамАЗа мне не очень понравилась. То, насколько она блестяще получилась. Поэтому я сегодня подполирую чуть-чуть кузов. Постараюсь делать довольно-таки умеренно, потому что чуть-чуть виновата шагрень. И чтобы убрать этот эффект, я использую полироль от Tamiya. Иногда приходится полировать два захода, и не очень понимаю, почему именно так получается. А еще обратите внимание, от первой полировки у меня получился скол, надо будет его закрашивать. Да, иногда приходится полировать несколько заходов. Причем, чтобы после полировки первого захода я модель промываю от полироли, даю ее просохнуть, и потом почему-то на вторую полировку модель получается чуть более блестящей. При этом мне не нужен зеркальный блеск, КамАЗы зеркально не блестят, кроме прям каких-то там выставочных образцов. Мне достаточно такого, добиться эффекта гладкой поверхности, по сути, то есть не полировка в классическом понимании, автомобильном, а именно гладкая поверхность. То есть без фанатизма. То есть это не тот случай, когда там модели в 24 масштабе, допустим, да, автомобили полируют прям до блеска, чтобы отражение можно было свои видеть. Нет, у меня такой задачи тут нету. Все-таки 43 масштаб дает волю в отсутствие зеркального блеска, что поверхности не такие длинные получается. Особо светиться негде. Вот, видите, уже чуть-чуть
чуть-чуть уже есть. Такая ровная поверхность. Почему бывает шагрень? Банально, очень тяжело прям идеально рассчитать факел, при помощи которого будет распыляться модель. И я тут пытался делать тени, вернее не тени, а высветление верхних поверхностей. И, соответственно, вот такие элементы, как высветление верхней поверхности, делаются на небольшом давлении воздуха. Вот. Из-за чего частички краски летят не так быстро в сторону модели и высыхают по пути, и поэтому получается шагрень. Вот. И чтобы ее убрать, достаточно так чуть-чуть полирнуть. При этом я пользуюсь красками мачете. Они поддаются полировке. Конечно, опять-таки, чтобы полировать в стиле 24 масштаба не получится именно таким способом. Нужно полировать именно лак. Вернее, краску, потом лак. Тут прям по краске. Изначально краски мачете глянцевые. В принципе, если ровным слоем одной краской залить модель, то она будет, в принципе, вполне себе глянцевая. И если такую прям глянцевую модель, то есть без осветлений, без каких-то доп. Художественных приемов и элементов делать, то прям получается то, что надо. А тут вот такая штука. В принципе, способ не хитрый, и каждый его может освоить. Единственное, что эти полироли от Tamiya сейчас дорогие. Достать их, не всегда бывает прям легко. И будьте аккуратны, не дополируйте до грунта, потому что вот кое-где у него уже просвечивается базовый металл. В принципе, я доволен сейчас текущим уровнем блеска. Мне останется чуть-чуть, я дам, полирую подсохнуть. Почему-то я заметил, что вот когда я даю подсохнуть, он смывается проще и лучше, чем если я прям сразу, прямо сейчас вот буду смывать его. И с меньшим повреждением краски. Все такой вот эффект интересный. Что же имейте в виду, кто будет полировать модели. Будьте аккуратны в этом плане. Что вот видите, у меня появился скол, и его надо будет подкрашивать. Причем тут вот еще скол поблескивает. Причем была бы деталь черная, да, в черном пластике, то было бы не так заметно. Далее я разместил кабину на свое место, и мне надо поставить покрышки на диски. Перед этим я обработаю надфилем, чтобы убрать половинки от литьевых форм. При этом я покрышки никак не окрашиваю. Мне кажется, они, в принципе, вполне себе натурального цвета, особенно после того, как я их обработаю надфилем. Они выглядят такими действительно поездившими по дорогам. То есть такие чуть-чуть сероватыми, то есть не чисто черными, а в принципе как надо. Далее я покрышки размещаю на дисках. Делается довольно-таки легко. Тут два варианта. Либо эти покрышки надо разместить на некоторое время в горячую воду, тогда резина размякнет, и проще будет вставлять покрышки на диски, вернее на вот эти штыри, которые выступают на дисках. Либо же иногда я спиливаю штыри на дисках, чтобы было проще поставить покрышки на свои места. Тут так что два варианта. Далее я уже кабину разместил на детали салона, и дальше я сделаю прием смывка. Для начала я смазываю модель разбавителем для масляных красок, чтобы смывка лучше растекалась по поверхности модели. Тут я буду использовать тамиевскую смывку черного цвета. В принципе, это довольно-таки неплохой продукт. Я уже давно им пользуюсь, и, в принципе, у нее небольшой расход. Но единственное, да, она стоит довольно-таки дорого в последнее время. Я наношу смывку в углубление модели, стараясь особо не грязнить модель, чтобы потом было проще ее очистить. И после того, как вся смывка нанесена на все углубления, я даю чуть-чуть прям подсохнуть, буквально минут 10, и потом уже принимаюсь вытирать смывку из тех мест, где она не нужна. Для этого можно использовать кисточку. Кисточку я макаю в тот же растворитель и подтираю вот эти вот коричневые потеки. Коричневые, черные потеки. Либо же можно воспользоваться ватной палочкой. Только тут тоже я ее смачиваю в растворителе. Только единственное, тут есть момент, что ватная палочка может иногда оставлять волоски на модели. Так что тут за этим надо следить внимательно, чтобы потом по одной волосинке не снимать. Потому что ворс цепляется за рельеф, в частности за
фонари на крыше на этом кадре. И получается такой неприятный эффект, который надо потом будет убирать. Дальше я вставляю остекление, то есть фонари. Фонари вставляются в кабину. В принципе, тут они вставляются так в натяг, так что клей особо не нужен. То есть таким с усилием необходимо их вставлять. И дальше я вставляю торпеду и дверные карты на свое место в кабине. Я решил отделить вот эту деталь от детали салона, потому что на опыте так проще вставлять. Почему-то вот такая проблема с камазовскими кабинами. Не знаю, как по-другому это лучше сделать, но вот я решил для себя так, что есть я отделяю дверные карты и торпеду от детали салона, вставляю ее отдельно в кабину, и дальше уже кабину вставляю в деталь салона. При этом это касается всех камазовских кабин, независимо от поколения. Это распространяется и на кабинах в камазах первого поколения, второго, третьего. Вот четвертого, по-моему, уже нет, там немножко по-другому. Дальше мне нужно было приклеить мелочевку на свои места, в частности, это дверные ручки, стеклоочистители, зеркала заднего вида, маячки. И это все я вставляю на суперклей, кроме прозрачных деталей. Прозрачные детали я клею на клей для прозрачных деталей. Более подробно об этом процессе можно увидеть в моем первом видео про постройку модели грузовика ЗИЛ-130. Ну, дальше я хочу загрязнить модель. Для этого я использую сухие пигменты. Я их наношу на модель в таком сухом виде. И потом беру растворитель для масляных красок и как бы закрепляю. И пигмент как бы растекается по рельефу рамы и остается в углублениях. То есть такая как бы смывка наоборот. То есть такой интересный эффект получается. Тут и пигмент закрепляется, и черная рама, которая особо не видна, получает дополнительный рельеф. И вот такая модель у меня получилась. Конечно, я ей не очень доволен. Тут есть над чем поработать, в частности, над качеством покрасочных работ на кабине. Но, тем не менее, каждая модель – это приобретенный опыт, и тут опыт я тоже получил. И так что я надеюсь, что следующая модель у меня получится лучше и интереснее. Если вам тоже интересно следить за моим обучением в моделизме, то я вам рекомендую подписаться на канал и не пропускать новые видео. Так что давайте учиться строить модель вместе. И буду благодарен за комментарии. Всем пока!